Кто убил Моторолу? Украинские, российские спецслужбы или это была месть своих? Гибель одного из командиров боевиков вызвала шквал обсуждений и предположений. В самопровозглашенных республиках обвиняют в убийстве Киев и обещают возобновить боевые действия. В украинских силовых ведомствах склоняются к версии с зачисткой ФСБ. Кому выгодна эта смерть, пытался разобраться Виталий Тарасов. Арсен Павлов, он же Моторола, погиб вчера вечером в лифте своего дома. По основной версии, взрывное устройство прикрепили к тросу кабины. Рвануло сильно, рассказали жильцы журналистам. Был мощный взрыв. Такое чувство, что у меня в квартире. У нас ужас, что творится. Крики, стоны, МЧС, скорая. Мне вынесло дверь в перегородке и разнесло кладовку. Что у соседей, я не знаю. Выглядывала в перегородку, вижу шахту лифта. Буквально через полчаса лидер так называемой ДНР дает интервью российским СМИ. Винит украинских диверсантов. Вскоре в Ютубе появляется запись неизвестных в масках на фоне украинского флага. Они берут ответственность за взрыв на себя. Данное видео записывается в Донецке, где только что нами был ликвидирован всем известный террорист Моторола. Захарченко, Плотницкий, ты следующий. В соцсетях ролик считают постановочным, а YouTube вскоре удалил оригинал за нарушение правил, но копии уже распространились в интернете. Российский политолог Дмитрий Орешкин сомневается, что убийство Моторолы – дело рук украинских спецслужб. Диверсионная группа – это немножко другой жанр. Вот здесь это люди, которые пришли с оружием, ушли с оружием. А здесь скорее люди, погруженные в структуру, свои. Уж больно господин Захарченко победоносно звучал. Как будто он был к этому готов, как будто он с удовольствием это использовал. Но сейчас для него это действительно, наверное, удобно, потому что это создает повод не то, чтобы к началу военных действий, хотя он об этом говорит, а создает повод к обострению ситуации. Украинский военный эксперт Олег Жданов тоже не верит в версию с украинской ДРГ. Портить международный имидж страны в свете переговоров в нормандском формате, ликвидация такого человека, как Моторола, то я считаю, что цель не оправдывает средства в данном случае. Выгодно, допустим, нам бы было ликвидировать Захарченко или Плотницкого, как руководителей вот этих новообразований. А Моторола – это вообще не наш уровень. И вспоминает прошлогоднее убийство Алексея Мозгового, командира боевиков так называемой ЛНР, через 2 дня после этого выступления. ЛНР, да? Луганская Народная Республика. Но что мы сейчас видим? Вместо того, чтобы она действительно становилась народной, все те же лица, все те же правила, все те же законы, и ничего народного мы еще пока не видим. Поэтому, когда я слышал, здесь говорят, протестовать нет повода, да? Да, есть повод. Бывший глава внешней разведки Украины Николай Маламуш убежден, убийство Моторолы – дело рук ФСБ. Теперь псевдореспублики и Россия на переговорах в Минске будут обвинять Киев в сриві договоренностей. Є, відповідно, проти нас диверсія. Ми розпочинаємо повноштабну терористичну диверсійну діяльність на території України і щодо окремих осіб, офіцерів, відповідно, і Міноборони, спецслужб України, і членів їх сімей. З одного боку, це залякування, з іншого боку, я просто передбачаю, що локально в окремих випадках такі акції будут проводиться, а это действительно небезпечно. Моторола известен своей жестокостью. Его издевательства над украинскими военными и пытки заложников не раз снимали на видео. С особой ненавистью относился к киборгам. Есть свидетельство, что он расстреливал пленных. Лично признался в убийстве 15. Среди них и Игорь Броновицкий, защитник Донецкого аэропорта. Фамилия, имя, отчество полностью. Броновицкий Игорь Евгеньевич. В начале сентября президент Украины присвоил пулеметчику 90-го штурмового батальона звание Героя Украины посмертно. Орден вручил матери. Під час допитів порушення всіх міжнародних конвенцій за особисту незламність та непокору терористів Ігор був особисто застрелений одним із нелюдів, так званих командирів терористів Мотороли. Я наголошую, не буде прощення, і цей нелюд буде притягнутий до відповідальності.
События связались с Ниной Броновицкой. Встречаться с журналистами она отказалась, говорит, поднялось давление. По телефону рассказала, хотела бы увидеть убийцу ее сына на скамье подсудимых. Я б хотіла, щоб його судили. Я б хотіла, щоб судили всіх тих, які творили такі безчинства в нас в Україні. І щоб вони знали, що покарання невідворотне. Оце б я хотіла. Але раз так трапилось, земляємо бетоном. В Донецке боевики объявили 3-дневный траур и не исключают возобновление боевых действий. Виталий Тарасов, Юрий Гула и Анастасия Ячкалова. События. Канал Украина.